Прошли 3 километра 600 метров. О, крупный голавль, да? Был бы ящичек для пожертвований, так мы бы денег оставили. Я поднять не могу. Ух ты, какой голавль! Стой! Та-дам! Вышло прямо очень крепко. У тебя голавль? Да. А, нет, у тебя вимба маленькая. Уи. Я тут справюсь. В эту сторону. Сейчас колышки. Да, блин. Здесь смотри. На. Чуть-чуть. Вот сюда. Просто складываю, чтобы они не сырели сильно. Okay.
то время как Северин работает, некоторые бездельничают. Ну вот. Будет гореть, может воздуха дай больше. Зачем? Смотри, как бы воздуха нет, ты их как бы так положил. Возьми, положи так, так, так. Чтобы воздух проходил. Куда эту? Эту пока убери. О, смотри, видишь, там сейчас есть воздух. Только видишь, это плотно лежит, а ты ее вот так положи. Да, ну. А эту сейчас вот так. Вот так. Не, А куда? вот так. Понимаю. Ну когда будешь спиннинг новый свой доставать? Сейчас. Уже хочу Игорю показать. Ну как спиннинг? Офигенный, зырь какой красивый. С золотыми ободками. Ой, блин. Но это ж по весу нормально, все нормально. Все идеально. Смотри, облачко плывет. Да. Оно что-то только странно. Оно не поплыло в облачковый рай. Оно поплыло в траву, сейчас оно застрянет. На остров. На кладбище облачков. Ой. Я разучился бросать. Ничего, научишься. О, видел? Вода большая. Ну что, рыбачки, салют. Мы приехали в лес. Я, Игорь и Северин. Мы находимся на маленькой реке, берега которой плотно окутаны лесом. Сейчас конец июля, четверг, 10:30 ночи. Мы в Латвии и приехали на эту реку для того, чтобы сплавиться по ней. Сплавляться будем до воскресенья. То есть у нас впереди 3 ночевки. Мы заняли наш первый базовый лагерь. Поставили палатки, накачали лодки, нарубили дров, разожгли костер, собрали спиннинги. Уставшие, потные и немножко покусанные комаром и слепнем. Сейчас пойдем купаться и будем готовить хот-доги на костре. Компания у нас в этот раз небольшая. Я, Игорь и мой сын Север. Сплав по этой реке всегда очень интересен. В этой реке очень много головля, окуня, щуки и жереха. Не знаю, насколько сильно нам будет улыбаться удача, но мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы поймать рыбы, поесть рыбы. Еды взяли по минимуму. Пару пачек макарон, пару банок тушенки. Ну и Север настаивал на том, чтобы сегодня у нас были хот-доги. Вот он их будет сейчас жарить. Купил там какие-то булки, сардельки. А так рассчитываем на то, что будем есть уху и жареху. Лагерь располагается вот на таком перекатике. Есть у него обраточка. Есть вот такой закуток. Противоположный берег довольно крутой, обросший лесом. Есть у нас пару хороших роликов, как мы в этом месте весной ловим вимбу. Она здесь хорошо клюет, и видео, на мой взгляд, получились очень такие уютные, живописные и рыбные. Мы выходим из леса через кустарники в наш лагерь. Тут у нас уже все готово к ночлегу, к ужину и приятному времяпрепровождению. Игоря палатка, наша с Севером, лодка, костерочек. Там отдыхает наша с Севером лодка. Ну и больше всего я люблю эту речку и сплав по ней за то, что она узенькая, довольно быстрая, рыбная, полностью окружена лесом. Таким дремучим, густым, еловым лесом. Места довольно глухие, далеко не везде есть сотовая связь. Я уже не говорю про интернет, совсем плохой. То есть во время сплава посмотреть маршрут
и где ты находишься через телефон, довольно тяжело. Но это только добавляет кайфа и дичи. По этой реке мы уже сплавлялись в большой компании с Костяном, с Игорем, Янчиком, прочими ребятами. Было очень весело, интересно. Кто хочет посмотреть тот сплав, смотрите его здесь. Кто хочет посмотреть, как мы здесь ловили вимбу, смотрите вот здесь. А кто хочет увидеть, как на этой реке весной вимба нерестится на перекатах и прямо видно ее спины, и мы ловили ее на спиннинге, видосик здесь. Приятного просмотра. А мы погнали жарить хот-доги на костре. Ты напротив пальца не режь. Что? Гиблое дело. Дай-ка мне пару сосисок, да еще. 3, а мне тоже тогда? Это не мне 3, это нам с Игорем. Типа пополам один? Не знаю. О, Горячо? Чувствуете жар? да, большой. Ты прав. Самое правильное, между прочим. Да, булки запакуй себе и положи в кулечек, да? Ага, спасибо. Вот, смотри. Да, немного, все немного. Хорошо. Так? Мгм. О, красота. Спасибо. Здорово. Тебе спасибо. Не дойдем до нашего лагеря до того. А там интернет будет? Не. Ты знаешь, тот лагерь немножко будет поуютнее, чем тот. Там как-то, помнишь, такая полянка была вытоптанная довольно. И купалка хорошая там с песочком. А дупло того? А дуб того? Это тут было. Тут? Угу. Ну это же дико старая. Да нет, пару лет. А дупло того? А дуб того? В идеале нам, конечно, не поздно туда прийти, потому что надо уху сварить. Или будем ужинать ухой, а жареху утром сделаем. Уже почищенные просто пожарим. Чего делить шкуру для убитого? Пока в это. Проще, конечно, уху сделать. В прошлый раз, видишь, мы же шли не отсюда, а километра 3 выше по течению. Но первое здесь у нас было. Не, мы здесь просто остановились купаться. А, точно, мы остановились. Слушай, Ну. так тут цикорий на берегу растет, видел? Да. Корень. Игорь, вот он. А что это? Серьезно? Да, вот цикорий растет. А ты не верил. Возьми листик, попробуй на вкус. Вот это? Ну вот этот возьми. Да нет, Ну цикорий. попробуй. Сорви, пожалуйста, мне плодок Вообще? сочным с дерева. Попробуй на вкус. Не, Ну как не? нет, по мне Просто ты пьешь, он ферментированный, он уже высушенный, как иван-чай, ферментированный. нет. Цикорий, по-моему, такие синенькие цветочки. Ты понюхай цветы сами. Цветы Ну, понюхай. похоже что-то. Ну, Он же увеличенный очень. нет, вот как Думаешь? раз он, да, он такой большой и есть. С пенкой. Ой. Ох, красота.
Это со сливой. Вещь. Вообще эти конфеты хорошие. Вкусные. Интересно. Но мне слива очень понравилась. С цикорием хорошо идут. Ну да, он не сладкий. При Союзе такие баночки были. И сейчас есть. Такой черный, Да, смоленистый. да, да. Сейчас есть. Пол чайной ложечки на кружку. Сахарка. Я И на работе все время пил. Ну, видишь, я без сахара. я молока еще добавлял. Ну, когда Да, мелкий. да, 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 да. Вместо кофе. А мне нравится. Я и в баню беру цикорий. Ну, как бы кофеина-то там нету. Детям можно. Для сосудов хорошо вроде как. Тонизирующий он такой. Ну, доброе утро. Доброе. Как спалось? Ну, заснуть я долго не мог. Все-таки цикорий этот, по-моему, Не дает спать. не дает спать, да. Я под самое утро тоже только заснул. Я где-то Хотя здесь и мелиса есть, она успокаивающая. я в это- 2 с копейками, наверное, заснул. Я даже вставал курить, думал, ну, чтобы там прогуляться. Ты тоже там ворочался всю дорогу. Клеща поймал я. Клеща? Ага. Ну, стоишь. Значит, цикорий не что-то. Ну, он сейчас с Димой ездит. Тебе полную? Ну, чуть-чуть вполне. Еще. Ой, какая пенка. Нет, это я, пожалуй, мне. Ну что, доброе утро называется, да? Ну да. Покажи. Они настолько острые в это, что входят красиво. Липкие, хорошие. Липкие, хорошие. Ну, ты любишь все кренки, именно кренкоукалывания, да? Да. Так, здесь вариант либо его будет отрезать крючок. И здесь вариант только один, Игорь. Вот он. Я думаю, Проткнуть у тебя не получится. получится. Все, сидим? Не, по одному куску, я думал, вполне, не? Да? С сыром. Сейчас Север огурец принесет с перцем. Я нос закрывал. Ну, Ты что, Помыл. любишь? Ты смог? Не особо. Да. А как же тогда с пандемией? Остро. Фу, блин. Завтра на часик раньше встанем. Сегодня в 7:30 встали.
А потому что вчера никак было не заснуть. Я заснул где-то 2:30. Игорь вообще только под утро. Цикория попили. Думали, от цикория не штырят. Вообще не заснуть. И главное, не так, как от кофе, когда спать хочется, но ты не можешь заснуть. А здесь даже не хотелось спать. Такой бодряк от него. И не знал. Вот, лагерь убрали, прибрали, позавтракали. Костер залили. Сейчас, может быть, еще немножко дольем. И отправляемся в наше великое путешествие по этой замечательной лесной реке в надежде поймать трофейную рыбу. Ну ты сказочник. Смотрите и не мотайте. Ты готов? Ну, покеш свой спиннинг новый. Чем тебе он так нравится? Он офигеннейший, он красивейший. Тут даже... Вау! А, этим? Да, он очень красивый. Ну и удобный, легкий, прекрасный. Да? Да. Главное, удобный и легкий. А красивейший это уже... Ну, хотя тоже важно. Что, погнали? Погнали. На что будешь ловить? Вот на этот... Убийца. Это крэнк. На головля как раз. Игорь уже там на перекате пытается кого-то взять. А вот там в тени, на том берегу, утром бил то ли жерех, то ли еще какая-то рыба. Лодки наши загружены. Места еще у нас тут дофига. Ну что, моем ноги и залазим. Поехали, посмотрим, что там на этом перекате интереснейшего. Ну, поехали. Около бревна всегда окунь жил. У тебя 2 слепня на жопе. А я не могу, сори. Крутейшие места, просто и красиво. И вот вы по такому лесу шли, да? Понятно. Но непроходимые, как ты и говорил. Мне что-то казалось, что это менее страшная вещь, чем здесь. Была бы водичка попрозрачнее. Тут очень рыбно. Ну, рыба тут дико много. Дождь, конечно, подсрал немножко, скажи. Я надеялся на прозрачную воду. Просто на конце струи обязательно будет жерех. Подплыви туда, где нет течения, Север. А это заранее надо делать. Ох ты, блин. Видел? Нет, но слышал. Не знаю, кто там напал. Ты что-то поймал. Полосатый. О, прикольно. Слышишь, как пчелы жужжат? Да, Весь лес шумит, да? реально. Подожди, не закидывай. Закрой катушку. Налей водички в ведро. Вот такие крыши, конечно, лучше было бы аккуратно облавливать. Но сейчас мы здесь все испугались, видно. Очень красиво. Поймал. И это может быть надолго. А нет. А да. No, мистер Фиш. Отпустил? Да, небольшенький. Тогда этот фиш go to his family. Первый раз вижу такой большой борщевик. Посмотри налево.
Северин, подойди вот туда, аккуратненько только. К берегу? Почти, да. К борщевику. Нет, к другому берегу. Мне надо дерево обкидать. А, то есть... И не кричать сейчас. Вообще не разговаривай. Ты шепотом не получишь. Туда. Кто в активе, Сань? Не кричи, Игорь. А? Не кричи. Жерех же здесь. У меня было 3 поклевки, 2 достал. Не достал? 4 было поклевки, 2 достал. Зачетный 1. Молодец. Правым. Правым тем грибани. Еще. Прикольно. Молодец. Осторожно, осторожно. Тихо, ай. И глаза береги. Росачки Давай, отпустим меня. забыл. На. Отцепляй аккуратненько. Молодец. Поймал. Стрекозу не убей. Фу, блин. О, все. Ну это, наверное, маленький. Давай Отпускаем? отпустим. Да. Игорь, рыба. Да, Но если ты так, острый. если ты так долго будешь его отпускать, он не выживет. Не бойся. Ловлямбус. Все, блесна вон у тебя там чуть-чуть воткнулась. Будь осторожен. В ногу блесна сейчас зайдет тебе. Да. Ну что, молодец. Блесна рабочая, да, в итоге? Рабочая. Моя любимая убийца. Правда, тот, что я на Гауе утопил, был легендарным, но ничего не поделаешь. Что-то у меня как-то скучновато пока. Поставлю вот маленькую колебалочку вот такую. Смотри. Красивая. Даже не мафия. Маленький. Не, этот хорошенький. А, это да. Но у меня тут чуть меньше был. Я уже 3-й вид блесны сменил. Вот сейчас поставил небольшую вертушку. Открой, пожалуйста, крышку. Я предлагаю, знаешь, что сегодня сделать? Ну, мистер Фиш. Not go home. Можем закоптить их в казане. А уха как? Уху сделаем, а после ухи сделаем копчуху. Если нормально наловим. Вкуснятина. М-м. Ага. Нападал опять. Мистер Перч. Мистер Фиш. Мистер Перч. Какой перч? Окунь. А, О, похоже, там есть лагерь на горе. Видишь, тропинка. постой. А давай прицелим, посмотрим. Давай. Может, что-то крутое? Только сейчас тогда надо будет грести усиленно. Посмотри, какой лес. Да, очень красивый. Этот лагерь может перебьет твой тот. Решили тормознуться, посмотреть. Какая-то тропиночка. Посмотреть, может быть, на будущее лагерь. Протоптана вот такая тропа. Но очень заросший. Значит, тут этот лагерь не популярный. Его мало кто знает. Да нет, смотри, какой классный. Весной-то эта трава невысокая. Вау! Смотри, есть Дичайший лагерь. костровища. И подъезда к нему нету. То есть лагерь лодочный. Потому что на машине тут точно не подъехать. Хороший лагерь. Есть где тент натянуть. Елки. Ровная поверхность. И выглядит так, что в этом году в лагере в этом никого еще не было. Костер прошлогодний. Немножко мутновато, конечно, водичка.
Вот. В этом году вообще что-то нам с прозрачной водой не везет. И на форель пару раз ездили. Тоже мутная была. В такой мутной воде ловить не очень легко. Высокая вода. В прошлый раз, когда мы сплавлялись здесь по этой реке, кто не смотрел, посмотрите. Вода была ниже, на полметра точно. И супер прозрачная. Рыбе было тяжело прятаться, поэтому она вся перемещалась по реке в таких ложбинках вдоль берега. И головли такие по полкилограмма, по 800 грамм, по килограмму. Прямо целыми группами перемещались. На видео даже в пару моментах удалось это заснять. Очень было здорово. Ну, блин, ничего страшного. Возьмем мы еще свою рыбу. И вода тем более, может быть, просветлеет. Дождя нету. Может быть, завтра будет получше. Посмотрим. Ну, у нас еще сегодня куча времени. Главное, что рыба активничает. Рыбы наберем в любом случае. Приедем в лагерь, пожарим или уху сварим. А может даже вообще в казане закоптим. Поэтому сегодня у нас рыбное меню будет. Ну что, садись на борт, только не на спиннинг. Мой ноги хорошо, Север, да? Как выскочил, слушай. Вот бы нам таких огоньков побольше. Копчуха супер. Для копчухи это вообще идеально. Именно в казане коптить. Откроешь крышку, пожалуйста? Ну, мистер Фиш. Go in our тазик. Смотри, какой вкусный коряжник. Слышал, окунь чавкает. А еще посмотри на корни. Ну вот еще одна стояночка обнаружена. На мой взгляд, обалденная. Не знаю, что это, наверное, для навеса. Тут палки такие вбиты. Река закрыта елками. Если с реки ветер, можно спрятаться вот здесь. Дровишки оставлены. Вот такой вид на реку. Я думаю, что весной здесь вимбу приезжают ловить ребята. В принципе, для вимбы место хорошее, но скорее не для донки, а для поплавочной ловли в проводку. Здесь есть пеньки, палеты какие-то, костровища. И я? Но судя по тому, что здесь есть палеты, сюда можно пробраться на машине. Иначе вряд ли на лодке кто-то пер сюда это все дело. Пойдемте-ка посмотрим дорогу. Может быть, на квадроцикле сюда это привезли, а может на мотоцикле. Очень крутой лес. Потому что на мотоцикле ехать, в принципе, можно было бы по тропинке по этой. Да, Север, не похоже, что на машине можно подъехать. Мне кажется, слева. Слева? Да, подъезда на машине сюда нет. Но вот это и здорово, что на этой речке очень мало мест, где можно подъехать на машине. Поэтому она такая дикая. Есть подъезд. Угу, да. Ну и поэтому мне эта речка нравится, потому что местами здесь есть подъезд. Но если он есть, то место обязательно классное. Потому что, блин, через этот бурелом делать подъезд в какое-то не очень хорошее место вряд ли кто-нибудь стал бы. Ну что, здесь перекусим и дальше пойдем? Да. Охота на слепнин идет. Вода мутноватая. Ну, ничего. Я думаю, опять Щуку в такой, ничего. щуку в такой воде довольно трудно. да после 5 нашли. Да. Как всегда. Урожайная елка.
О, скала. Да, начинаются скалы. Скоро будет скала, про которую я тебе говорил, там где окуни живут. Ох ты, блин. Интересно. Атакует, но знаешь, за лепесток, не за крючок. Сбивает вертушку с толку. А, кто-то есть. Жерех. Жерех? Да. Прикольно. Сзади гонится. А вот я их поймаю. Попробуй, Попробую. попробуй, поймай. Слушай, такого, наверное, отпущу, да, Север? Какого? Такого. Да, отпускай, мы его же отпустили. Он был больше. Сейчас не шуми. Возьми чуть-чуть, грибани к обратному берегу. Посмотри, какие коряги у нас тут. Я, там, конечно, красиво. Вот, все, хорош, нормально. Да, это береза-то. Здесь Димыч поймал жереха большого. Ух, какой! Смотри. Вау. Там была коряга, поэтому я тебе говорю, ой, извини. А вот и не надо меня ловить. Не, пацак, не надо. Я не это пацак. это Спиннинг. голавль. О, головы. Помнишь, мы на Гауе таскали головля за головлем? Помню, да. Но они все были маленькие, мы их не брали. И в коряжечке стоял. И удар совсем не окуневый был у головля. Шандарахнул хорошо. Но только блесна упала, только она упала на воду. И он сразу шлеп есть. Она даже на сантиметр утонуть не успела. Сделай паузу, подтяни. О, сейчас нападут. Нападет, смотри. Чуть подразни его, подразни. Еще давай. Не спеши. Под лодкой сейчас он. Ну, там их много, Север. Давайте покажу, как его надо дразнить. Дай-ка, Нифига. смотри. Я его поймаю. Ну хорошо, поймаешь. Смотри, дразнить его вот так надо. Так, сейчас. И сейчас он вытаскивает окна. Смотри. Вон он. Видел? Да. Блин, не хочет, гад. Заметь, мы Вот бьем. там под деревом то ли жерешок, то ли окушок. Ага, бьет. Северин, вот там под деревом с дерева сыпется, видишь? И там кто-то... Ага, окуни атакуют. Смотри, они там хавают. Сейчас будет. О. Блин, травина. Ручейки тут 2 целых. Где? Слышишь, журчат? Нет. Вау, тут вода выточила себе ложбинку, там корни свисают, водопадик, 2 прудика. Там могла бы жить какая-нибудь царевна лягушка, да? Да, это прям для нее пристанище. Что там, родник? Да. Или каналюга. Нет, слишком хорошая. Дай попробовать. Блин, еще с этим, знаешь, со спрайтиком.
Знаешь, почему именно тут такой шум? Ну, пчелы. Да. Смотри, липа. И она вся в пчелах. Где? Ну вот липа растет. Реально. А знаешь самый вкусный мед липовый? Да. Он такой с мятным привкусом. Пчелы любят липу. Кстати, можем набрать липы и чай сегодня сварить. Вкуснейший. Давай, никогда не пробовал. Тогда липовый. подплывай к липе. Так, тогда надо сложить спиннинг. Стой. Сколько пчел. Там не только пчелы и шмели. Ос нет, но да. Кстати, шершни тоже, заметь. Где? Вон. Не шершни, а эти оводы тоже. Ну вот один. Слушай, овод тоже сидит. Большой-пребольшой. Я не знал, что оводы на липе сидят. Это типа, наверное, самцы едят нектар. Кого тут только нет на этой липе. Скольких насекомых она кормит, да? Одно дерево. Очень. Но она таким образом опыляется. Хорошо в тиньке в липовом, да? Крайне. И еще звук такой, и липа объемная снизу. Скольких же... Звук 3D, потому что со всех сторон липа идет. Да, мы прям под липой. Вода очень удачная. Да, и холодильник охлаждает. Тогда набираем, да? Набираем. Будет чай. Сейчас же, знаешь, да, что сезон как раз липы? В июле она цветет всегда. И на озере ее, и на речке лучше все собирать. Здесь нету никаких дорог, задымленности. Ну что, хватит? Хватит. Завтра свежее, если что, наберем, да? Только если она будет по пути. Куда она денется? Будет. О, стоп! Есть? Зацеп. Да ну тебя. Дай-ка. О, серьезно. На. Все, отцепил? Да. Вместе с лопухом. Ну да, тут надо чувствовать натяжку лески, сколько может она позволить. Только из опыта. Какие могучие За корни. счет только дерева этот холм держится, да? Одно даже уже умерло. Лагерь просто охренительный. Здесь будет костровище. Офигеть, какой лагерь. Да, для палатки пятачок неплохой. Крутейший. И тень. Крутейший и тень, это знаешь что? Что? Крутотень. Подсложи мусор, пожалуйста. Давай сложим в этот мусорник. Остаемся типа? Ну там тоже неплохой лагерь дальше. Я хочу в тот. Этот мы увидели. На тачке изгоняем. Но слушай, здесь обалденный лагерь. Посмотри. Смотри, толщина доски. Скамеечки, да? Костерочек. Место для палатки дичайшее. Для обоих. Шикарно. И шатер не нужен. Видишь? Лес посмотри какой. Навесик. Класс. Ты туда посмотри. Огнище. Лес тоже очень Еще здоровский. этот лес очень любит грибы. Осенью надо будет ездить туда. Сюда, то есть. На машине. И пособирать грибы при этом. Да, смотри, там такой темный лес. Видишь, даже трава не растет. А грибы любят. Ну вот, мы и нашли еще очередной лагерь. И может быть в следующем году весной, когда поедем на Вимбу, поедем сюда. Красивый лес. Просто шикарный лес.
А там вот Березнячок. Реально по грибы надо. И на машине можно подъехать. Вот это, конечно, здорово. Это очень здорово. Пойдем посмотрим, насколько тут сильное бездорожье. С учетом того, что сейчас июль. Весной здесь будет, конечно, мягко говоря, побольше грязи. Но на джипе, я думаю, проедем. Возьмем, если что, с собой какой-нибудь там, какие-нибудь доски под колеса. Да проедем без досок. По крайней мере, будет очередное приключение. Зато такой лагерь просто сказочный. А то мы все там, да там бимбу ловим. Надо и здесь попробовать. Мне нравится. Что скажешь? Офигительный. Особенно место для палатки. Ну и навесик со столом. Знаешь, как весной, если дождь пойдет, сидишь под навесиком и кайфуешь. Весь он толстый. И очень удобный. Нормально, да? Да. Круто. Ну так что, остаемся тут или чешем Нет. следующий? Я хочу скалы посмотреть, и тот лагерь. А в этот надо будет осенью приехать. Скалы мы посмотрим в любом случае. Они, может быть, и после того лагеря, я уже не помню. Да поехали в тот. Этот я уже видел. Но там А нет ни нет. стола, ни табуреточек, ничего. Просто тебе говорю, на всякий случай. Что делаем? Ну, мы же за приключениями, погнали. Ну давай. Поедем в тот лагерь, в который запланировали. Но этот здоровский. А еще здесь очень хорошо, что какой-никакой, но песчаный берег. Такой крупный песочек. Это, конечно, подкупает. Особенно, когда купаться охота. Ну, видел удар? Да, видел. Под этим деревом мы в прошлый раз било. Главное туда, под самую крону зашпулиться. И это был голавлик. Облови. О, блин, север. Такой из ручья выскочил жерех и ударил. И жерех вышел на блесну, ударил и не заглотил. Второй раз сейчас опять вышел. О, прямо из ручья. Только не зацепись, Верин, нигде. Это было там около ручья бревно. Из-под бревна выскочило. Я думаю, что это форель была. Там ручей, вода прозрачная с кислородом. Северин, не зацепи меня, пожалуйста. Только если очень хорошо попросишь. О, тащу. Блин, сорвался. Заплыви аккуратно по тому берегу, кручу, и заикаримся. Лес здесь барский, да. Здесь жить хорошо, наверное. Правда, от населенных пунктов далеко, но ничего не поделаешь. Красота требует жертв. Населенных пунктов далеко, даже телефон не берет. В детстве, когда ты за сплав 50 километров проплывал, легче было, да, чем сейчас? Почему? Или нормально? Нет, ну там было больше перекатов, потому что воды было меньше. И при этом еще лодка была не такая нагруженная. Ну да. И мы с папой не такие жирные были. Ну да. Что есть, то есть, так сказать. Да. Такая, как на Гауе, смотри, песчаная. Да, на Гауе таких было много.
Ах ты, блин, видел? Видел. Похоже, это форелька, Север. Видишь, как там понравилось кому-то в прохладном ручейке тусоваться. И клевать тоже ему понравилось. Я думаю, третий раз не клюнет уже. О! Мне казалось, что я... Да ё-моё, блин. Ну, наконец-то. Да, небольшенький. Шикарс. О! Сплавщики. Не ожидал. Свейк! Тихо. Нормалы. Каемс. Bišķi nira. Slikti šodien. Jā. Nē, asariši. 4 окуня. Ну все, вот тебе. Ну смотри, окуни клюет. Ну, помоги, пожалуйста. А, ты зацепил? Угу. Сейчас отцепим. Jūs ar viņiem kopā? Я. Līdz Ventai, jā? Я тогда тут. Līdz Ventai 18 km. No šejienes? Jā. А līdz Rendai? Ну, apmēram tā pati. Тихо, не кричи. Нормально, молодец. Да, хороший. Прям вот видел, как напал. Первый раз в жизни. Да? Да, я раньше не видел. А тут ручеек, прозрачно. Ну вот представь, в прошлый раз мы сплавлялись, было так прозрачно, что видно было каждую атаку. Неважно, это была щука, голавль или еще кто-то. Ну да, тогда было легче, наверное, ловить. Легче намного, да. Потому что ты понимал, куда надо вести рыбку. Угу. Тут такая хорошая окуневая лагуна, да? Очень. Видишь, когда мутная вода, около ручьев надо останавливаться. Свежая, знаешь, водичка, рыба скапливается, хищник. И вода более прозрачная, и охотиться легче. Но, И на... Оп, стоп. Был удар. да, Так, это была трава. но самая первая рыба выскочила крупнее. Это был не окунь. Окунь точно бы попался с такого размера. Поэтому я думаю, что форелька это была. Да и ребята, видишь, спрашивали, что мы тут форель ловим. О, есть, стой, только не выстрельни. Слушай, это не окунь, это голавль. О, нихера. Сюда вытаскивай. Прикольно. Дай леску. О, молодец. Вот так надо брать его. Вот так. Давай, ты бери, я отцеплю. Я цеплю. У него и в губе мясо есть. Ну, прикольно. Да. Очень хороший ручеек. Головля ты еще не ловил, да? Нет. Ловил, но Ловил, мало. да? О, ты видел? Вот сейчас я еще кого-то пойму. Ты, Север, что я поставлю? Что это? Жук в плавунец. Вау. О, смотри. Ох, ты видел голавлик там? А вот туда я сейчас видно. Стой, стой, только аккуратно, не спеши. Вон, смотри. Видишь, на траву повесил? Смотри. Видишь, он на траве? Да. Смотри. Ну, и не берет. Не нравится ему этот жук. А вон, смотри, смотри, окуни. Ведь окуни. Котелок создали небольшой. Ну-ка. Ага, удар по жуку. Дальше надо было чуть закинуть. Да, я не смог. Вытягивай, перекинь еще раз. Давай. Так. Смотри. Да ну, Слушай, твоя рыбка лучше, чем этот жук. конечно. Это северфинская блесна рапала. Видишь, Да. полосатый окушочек. Секретное оружие. Почти. Сейчас, там, где вон, смотри, вон, видишь, окушки маленькие, смотри. Смотри, вон гоняют.
Сейчас цапнет, смотри. Кто первый? Посмотри, Северин, ручей черный. Это из-за йода. Да. Или это чай? Не зацепи блесну. Да. Абсолютно черный ручей, видишь? Как будто там кого-то убили и черная кровь. Как будто там выше по течению у ручья зарезали гигантскую каракатицу. Да. Но я думаю, что это либо чай, либо... Чай ты имеешь в виду типа из-за травы? Да. Может быть. Сгнивший. Ну, дед поливает. Да. Да, но смотри, рыба в чае нормально, комфортно себя чувствует в этом. Да. Вон, смотри, Север, вот оттуда выскочила, видишь? Вот там такая как бы углубление, Да. и вот оттуда они все и выскакивали. Да. Вон коряга хорошая, мне кажется. Вон коряга хорошая. Да, ну лови тогда, я чуть-чуть притормозил. Зацени, Север. Охренеть. Вот это дуб. Вот это я понимаю. Какой здесь лес. А что это? Голавлик под бревнышком стоял. Получается, ты сегодня тоже головля поймал? Это уже второй у меня голавль сегодня. Второй? Да. Бля, ты крутой. Вот там под бревнышком он тусил. Есть жерешочек. Смотри, Каша. жерех попался маленький. Ну, давай водичку, парень. Причем он знаешь, как попался? Он дежурил под водой. Он видел, как летит вертушка, и только она упала в воду, он сразу взял, прикинь. Да. Смотри, кладем на камень, из камня так. Так. Место хорошее, здесь перекатик. Там бурное течение, и бревнами очень даже не завалено. Наша лодка пройдет, хотя с Ну, красиво выглядит. Очень. Готов? Прикольно, хотя перекат. Так, уходи вправо, Север, точно вправо. Весла вперед не выставляй. Солидно. Мы застряли. Или не застряли. А как вы это по низкой воде проходили? Ну, по правому краю. Да? Перекат. Садись. Сейчас. О, там еще один. Вот там реальная бурлячка. Держи нос прямо. О, красота. Держи нос прямо. Перевернула. Конечно. Ну что, приехали мы к нашему лагерю. Сейчас 6:30. Но есть проблемка. Лагерь занят байдарочниками, которые, обгоняя нас, сказали, что плывут до Венты, а сами остановились вот здесь. Так бы, если бы они сказали, что они плывут до этого лагеря, мы бы остались в предыдущем. Сейчас надо понять, что делать. Нам надо успеть до темноты найти лагерь. Это будет проблематично. Тем более Игорь не в зоне доступа. Я не могу до него дозвониться. Он сейчас нас по коньячках, рассчитывая, что вот там за поворотом лагерь где-то там наверху ловят. Мы сейчас будем сидеть и его ждать, потому что мы не можем плыть дальше. Ух ты, хорошенький. Тут окуневый такое, окуневое местечко. Голавль, смотри-ка. Да, маленький уже тогда.
Ага. Вот это побольше. Охренеть, вот это да. Так, слушай, я тоже хочу ловить. Глубоко заглотил. Да, заглотос. Не знаю, видно в эту камеру или нет. Но тут Но, видно. похоже, ошибку мы совершили большую, что не остались в том лагере с навесом. Всегда на лесных речках такая ерунда, что вроде жарко-жарко, и за очередным поворотом ты видишь полностью затянутое черное небо. Сейчас я сяду на весла и будем пробовать экстренно найти какой-то лагерь, чтобы успеть шатер хотя бы поставить. Как после переката. Блин. Дурацкая привычка у человека жалеть о том, что уже сделано. Ну, не остались мы в том лагере. Что теперь? Ничего не вернуть. Промокнем, ну, значит промокнем. Хорошая речь. А что это? Офигенное кресло. Папе сегодня весь день по кайфу было, а мне только сейчас. Ну, короче, где-то километров 12 от Венты мы находимся сейчас. Вот, место впадения в Венту. И вроде как неплохой лагерек в итоге. 7:30 вечера. Слушай, Север, мне нравится. Хороший лагерь. А? Как считаешь? Да. И искупаться сходить можно довольно удобно. Тропинка в лес идет. Так, ну что, ставь спиннинги. Вот, под елочку поставь. Носим вещи, ждем Игоря. Вот такой план. Для старта дрова есть. Правда, такая трухлявая осина и трухлявая береза. А вот сваленная береза. Возможно, не трухлявая. Пару елочек. Небольшой свинарничек, это мы уберем. Более-менее, короче, лагерь. Нормально. И нормальная березка. Все, погнали, ребятки. Пошли. Что-нибудь видишь? Гриб. Ну, шли посмотрим. Откуда? Что здесь делают? Ну как? Уже, в принципе, пора. А бабок хорошенький. И довольно большой. Видишь? Дождь прошел. Ой, блин. Быстрина такая. Этот, забрасывал. Там, где перекатываете? Да, да. Ага. Ширины на 2 рукава. Да. И узина такая. Забрасываю под самый берег. Там немножко так затишка. Как дал. Ага. И сзади лодки идут куча. Ага. И сошел. Ну, такой. А здесь зато вот, видишь, на том берегу Ага. сначала там гоняла, теперь там гоняет. Здесь в плане поспиннинговать лагерь хороший. Да. Фух, шатер стоит. Наша с Севером палатка стоит. Едва, мне кажется, мы успели. Громыхает уже. Небо темное. Ну, само собой, Кастрик уже тут. Игорь поставил свою палаточку. Вот, в целом лагерь хороший. Все вещи занесли под шатер. Смотрите, как красиво дымок идет вертикально. И лишит тепла костра, веточки на березе колышутся. Потому что ни ветринки. Будем варить уху. Очень ухи охота. Вкусненькой, свеженькой. А ужин у нас сегодня голавль, 1 штука. И окуни.
штучек, наверное, 9. Планировалось, конечно, наловить много окуней и зажарить их на завтрак, но как-то в этот раз у нас не очень хорошо пошло на этой реке с окунем. Но плюс-минус что-то поймали. На еду нам хватит. У меня тоже. Ну, маленько есть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 окуней и головы. Ну, По-моему, будет я жирнейшее. таких, наверное, штуки 4 выкинул. Я Ну, тоже выкидывал. Уху, жабры вырываем? Не отрезай голову, тут у нас мяса много, Игорь. Да. Да, не мучайся ты с этими головами. Это ужас. Давай быстрее, а то гром, смотри какой. Подмышки помой. Окей. Все? Шею помой, ты ж весь потный. О, хорошенько так оботрись. И чуть-чуть погрузи голову и так, ну, ее поколошмать. Ну, помылся, вылазь. О, ветер надвигается. Сильно льет. Печка хорошая, но такой ливень, что затушит она ее, мне кажется. Но я, видишь, сложил так потаёзно. Дрова сильно такие сырые. Там смотри, как из бани пар от костра идет. Чайник на костре стоит мокрый, представляешь? Но он под собой закрывает. Да. Все, короче, там уже такие никуда. Вон крышка там идет. Жить будем. Ну, помнишь, думали, брать шатер, не брать. Сейчас бы под этим тентом, ну, пока натянули бы его. Нет, все отлично. Ты молодец. Это плохо. Сейчас заварится, пить будем. Ох, приятного аппетита. Что перца? А, Я смотрю, для тебя перец, как для меня парил. О, Шпольда. Это прозрачество. стол осторожно, не тряси. Соли, наверное, будет мало, вот досыпешь, да? Да. А я включу еще. Но я когда на весла сел, последние пару километров, чтобы быстренько лагерь найти, такие места пошли, блин. Кое-как себя заставил не забрасывать. И начал жерех бить уже, и голавль выходить начал. Я тоже. Перед дождем. А я так иду, думаю, я вроде вас не обгонял, вы впереди шли. Думаю, ну может быть там по рукаву пошли, по левому. Думаю, ну если что, до 9 часов пойду, потом где-то буду становиться. Телефон, главное, не спасет.
Я там его переключил на экономный режим. Надо будет обратно выводить. Если у меня не получится, посмотрим. А я думаю, ну не промахнешься же, красная лодка. Не, я внимательно смотрю. Пап, а может быть такое, что из-за того, что класс настолько интенсивный, просто земля не сможет все это держать. Вот там, например, лужа, она начнет снизу Может, да. вытекать сюда. Надо было мне 3 окуней, которых я так стал под перекатом. Одного, второго. Ага. Думаю, ну пошло. Я тоже штук 5, наверное, отпустил таких небольшеньких. Надо было брать. Ну, хотя и так уха нормальная. в принципе. Ну что, с добрым утром. Утро прекрасное. Свежее такое. Без вот этой вот жары и слепней, как вчера. Вчера слепни просто нас с утра заели. А сегодня нет, нормально. Немножко позависаем в лагере, так как вчера мы прошли больше, чем планировали. Сегодня времени у нас запас имеется. Немножко надо подсушить вещи, немножко палатки обветрить, чтобы мокрое не складывать. Вот. Но сегодня тоже впереди интересные места. Погода уже другая. Жары нету. Есть ветерок. Может быть, сегодня будут поклевочки. Будет новый лагерь. Интересно, какой лагерь у нас сегодня будет. Красивый, некрасивый. Сушим трутовик. Есть информация, что комаров отпугивает. Проверять сейчас будем. Ну, комары мертвые, конечно, не падают. Ну вот сижу, ко мне никто не пристает. Как будто забились по углам. И что интересно, дым такой мягкий у него. И глаза не грызет. И запах приятный. В этом, наверное, основное предназначение. То комары, возможно, боятся любой дым. Просто этот дым не раздражает человека. Если головешка бы так сейчас здесь дымилась бы, здесь бы сейчас сидел бы и кашлял в шатре. А этот такой дым мягенький, хороший. Кто знает, напишите. Ну какие вчера головли, ё-моё. Ну второй-то тот такой, я таких ловил. Но вот этот около лодки, ему немножко не хватило. Перекат, быстрина. Угу. Зараза. Наверное, с кружку мельник был. И такой... Ну может и ничего, вот так бы блеснул, ты потерял бы там на перекате. Такой, если Нет, взял бы. там ничего такой, я бы вытащил. А хотя, может идти. Если по течению пошел бы, фиг его взял бы.
Северин, А? Игорь пол-ведра лисичек набрал. Нифига, а они уже есть? Вон они, красивые. Офигеть. Сейчас будем Я жарить. тоже буду. Сейчас будем жарить. А может мне еще пособирать? Не, нам они пропадут. Мы эти даже не съедим. Раз, два, три. Оп. Сколько тут у тебя? Литра 3? Больше? Да? Не знаю. Ой, нифига себе, там до самого дна. Да? Вот это да. Это важно. Так нож возьми и обрезай. На. Нож. Чтобы не было. Хотел ты грибов, да, Север? Конечно. А ведро грибами пахнет. Ну, это вообще Был огонь. такой огромный пень, и набрали только столько. Ну, хватит нам. Слушай, а пятки это вообще... Ну, Ну как это совсем молоденький, этой ночью. А переверни. Вот это настоящий Это грибочек. опенок. А запах какой. А ты воду добавлял? Или они сами грибы? Сами из грибов сток воды. Слушай, Я один опенок кинул и пошел запах сразу. Да что ты, это вообще, это прадедушка наш Осип тут все время ходил, как они в этот, у него пни были, пойдет, соберет с утра, отбежит. Ну так и дед Анатолий тоже. Да, дед Анатолий, да. Он уже с апреля начинал, там какие-то у него, или с мая. Сморчки. У него всякие там опята разных, Майские опенок. да, майские потом. Весенний он самый душистый. Мгм. Не, ну осенний тоже хороший. Но они не такие пахучие. Это Мне кажется, это у нас называли, бабушка Варя их называла коровские. Они тогда они более такие с толстыми ножками, ну, такие рябенькие. более темные. Да. И Мне у вот эти, у них такого духа не было. я в основном только эти беру, потому что я их точно знаю, что это опята. Но видишь, многие даже и эти не собирают. Опенок есть, у которого зеленоватая рубашка. Это очень ядовитый опенок. Его действительно нельзя употреблять в пищу. Kāpēc bez mašķerēm? Visiem nevar būt makšķeri. Ну все, попали теперь в историю. Ребята поплыли на лодках, которые мы обычно берем в прокат. Обращайтесь к ним. На борту было название и номер телефона. Очень по всей Латвии лодки дают. И очень приветливый И хозяин. очень приветливый хозяин. Заботится о всех. Молодец. И стоянки удобные, и трансфер хороший, и выбор лодок большой. Лодки, каноэ. И недавно у них появилась очень большая лодка, 4,60 длиной. И к ней тоже приварили весла, хотя она рафтовая. Гунтес хозяин специально для нас это сделал, потому что у нас есть Костян. Ему нужна большая лодка. И теперь в Мучес есть очень большая лодка с веслами. Еще одна участь. Тоже знаешь, что на ютубе я сейчас рекламирую дико. И в жогу положил. Он сейчас.
Открываем. Нет, Бобику. Нет, Бобику. Бобик съел, таблетки выплюнул. Ну, там покачественнее, покачественнее. Окей. Банку в огонь. Ой-ой-ой. Ну что, ребята, Давай, выкладывай. кто смел, тот все съел. Приятного аппетита. Слушай, красота. Это просто объедение. А я их обычно порежу меленько, а тут Тогда консистенции нету. А так вон, целый. Без опят не было бы так вкусно, Север. да. Хорошо, что ты наметил их. А сплошные опята тоже было бы сильно жирновато, правда? Не. Ну, эти лисички получились типа как добавка Типа как картошки. картошка, да. Мгм. И воздействует еще на кору, а она все равно держится. Да, бывает вообще внутри уже сгнившая береза, заваленная. Да. Береста, нормально. Ну, Север молодец, песка нету. А? Молодец, Север, говорю, песка нету. Да. Медитация. Лагеречек чист, убран, прибран. Костер залит. Красота, лепота, чистота. Сытые, довольные, выспанные, отдохнувшиеся, мы покидаем этот гостеприимный лагерь и двигаемся в дальнейший путь. Сегодня еще ночевка на Абове. Завтра заходим в Венту. По Венте идем порядка 9 километров. И там нас забирает наш друг, и коллега и просто хороший человек Саня. О, второй нападает сзади, смотри, видел? Прикольно, стоп, я его... О, поймай, поймай, попробуй. Ну кидай просто еще, там есть еще окуни. Стоп, туда. Видишь, там коряга была и струя, да? Да. И сразу есть. О, удар. Аккуратненько кидай, не спеши. Да. Я путаюсь. Смотри, видишь камень под водой? Да, вижу. Смотри. Там что-нибудь попадает? Ничего. Какая мутная, смотри, чисто песок гонит, да? Да. Возможно, речка форелевая, но при такой мутности там вся форель ушла сюда. Если она там и есть, Причем тут смешиваются две мутности. да. О, зато здесь на этой смешивании берет окунь. Смотри. О, ты видел? Я видел, Гнался? да. Гнался, да. Я его пробовал поймать, но... Ага, вот он.
Ах ты, блин, сорвался. Ух ты ж. О, нет. Не кидай далеко только, да? Видел хорошенький окушок какой? Были микроударчики. Опа! Есть, молодец. Да, подразнил. О, у меня какой, смотри. У меня... У тебя голова, Алексей? Да. А, нет, у тебя вимба маленькая. Да, круто. Нет, плотва. Нормально. Определись уже. Плотва. Слушай, окушок здоровский. Вимба. Голова. А, так это язик, север, по-моему. Покажи. Возьми, крючок воткнется в ногу иначе. Подними. Что это? Покажи. Что это? Я боюсь. Блин, плотка, ничего себе атаковала тебя. Ну на, распутывай. Пожалуйста, Держи. не воткни в меня крючок. Берет сегодня, нормально. Сегодня берет хорошо, да. У меня 4 заброса, уже 3 атаки. А, вон, 4-я, смотри. Опа. О, это лучший сценарий вообще, который... Автоотцеп. Слушай, такого, наверное, отпустим, Север, смотри. Покажи. Да. Да, отпускай. Уха и так будет хорошая, берет. Тут капитально. Все очень сложно. Смотри, как на границе мути и не мути, да, что происходит? Не-не-не, и у нас мутно, и там мутно. Только там мутно. Только там мега мутно. Только там какао, а тут кофе. В меня не целься. В меня не целься. Да, хорошо. Слушай, в меня не целься, голавлик. Смотри, голавлик очень сильно будет биться на леске. Я понял. То есть с ним будь очень осторожен. Не отпускай ни в коем случае поводок из рук. Спиннинг положи. Да. Вот. Окей. Не на катушку, а вот так вот. И отпускаем его. Отпускаем? Да, только так ты никогда не держи. Так ты рыбу не удержишь. Да? Да. Вот так? Нет, вот так я надо держать. Блин, сильная. Очень сильно. Стоять! Стоять! Так, Фу, аккуратненько. кровища. Отпускай. Отпускаем? Да. Мяу, пошел. Да в другую сторону. Цикорий. Та-та-та-та-та-та. Как его заправить? Или с того начинать? Вот какой край? А ты уже отцепляться. Подымай в лодку. На, цепляй. Давай. Молодец. Ну это мы берем, 100 пудов. Берем, конечно, хороший. Очень. Сильнее вытягивай, что ты? Возьми сильнее, тяни. Сильнее так. О, все, бросай. Молоток. Давай плоскочи. Мы рушим. Давай плоскочи. Голавлик. Нормально. Между прочим, это крем ты мне подарил. Мгм. Какой-то очень мощный ручей в траве. Я его вижу, да. Там даже чей-то домик есть. Нет, там завал. Не подплывай. Там по колено. Так клевало хорошо. Почти на каждом забросе. Пока мы не доплыли до ручья. Около ручья тоже клевало хорошо. Но ручей настолько мутный был, что вот вся речка уже километра как 2 окрашена вот таким вот цветом. И клевать перестала, разумеется. Ждем, когда вода более-менее осядет, эта муть. И вот сейчас доплыли до ручейка. Вот там видно, из этого ручейка черного цвета вода течет. Либо просто она более прозрачная. Похоже, более прозрачная. Может быть, тут, в нем рыбка будет сейчас крутиться. Вот, но в любом случае надо идти дальше. Опа, был удар. Да? Опа, О, есть. Что-то очень маленькое. Маленький жерешок, да. Вот, в любом случае, водичка вот за счет таких ручейков становится чище. Красивый навесик, да? Дерево лежит под скалой. Сейчас туда заплывем. Не заплывай, там коряжник такой. У тебя в мутной воде тоже ничего, да? А там так хорошо клевало, да? Ну, может быть, несколько мощных перекатов, таких как сейчас, и
посветлеет чуток. Это ясень. Огромный. Надо же его так сюда притянуло, да? Я уже не верю в том, что вода будет более прозрачная, если честно. Раз не клюет, раз вода мутная, сплав дело такое, что не получается. О, дождей не было, вода прозрачная, погнали. Тут надо планировать длинные выходные. И тут уж как повезет с дождями и с водой. Поэтому так, путешествуем пока. Может быть, в Венте будет вода прозрачная. Но зато есть время останавливаться, смотреть новые лагеря для каких-то, может быть, будущих сплавов, ночевок. Ну, тут есть места для палаток, костер, гриб, курочка, там сыроежки. Но самое, что крутое, это везде есть тропинки. Знаешь, что здесь мне нравится? То, что когда здесь сидишь у костра, посмотри, река видна внизу. А представляешь, когда она прозрачная, то видно вот в этой траве, на перекате, в этой травке, как там гоняет Что это было? лягушка. О, лягушка. Какая она камуфлированная. Да. Хорошо дождь пролил, даже хоть на горе лес, все равно все мокрое. Чувствуешь под ногами? Но так как мы еще довольно далеко от устья, мы будем искать другой лагерь. К сожалению. Там дальше будет еще один очень большой дуб стоять на берегу. Там мы вылезем и посмотрим его повнимательней. Красивый большой дуб. Лет, не знаю, 600-700. Ну, ноги помой, пожалуйста. Да, только с этой стороны. Вода почти очистилась. Ну, посветлее стало, может, скоро ловить начнем. Предлагаю дойти подальше и лучше ближе к какому-нибудь лагерю начнем ловить. Может, и вода будет светлее. Поставь якорь, пожалуйста. Сейчас. Так ты можешь подплыть к ней. Тут кидать, наверное, смотри, видишь, смысла нету особо. Подожди, подожди. Подожди. Опусти спиннинг, пожалуйста. Ласточка сидит. Вон, птенцы сидят, смотри. Смотри, какие красавчики, да? Колёсие. Смотри, какие малыши там сидят. Скажи. Ага. Жирненькие. На толстячки. Один. Смотри, этот более любопытный, да? Да. Те там скрылись. Там были еще, нет? Были еще. 3 штуки там было. Этот самый смельчак. Толстенький. Все, поплыли? О. Ни рыба, ни погоды, блин. В общем, погода решила показать нам, почему нужно грести быстрее, почему нужно меньше останавливаться во всяких ручейках, почему нужно быстрее искать лагерь. Потому что это нужно для того, чтобы не попасть в вот такую ситуацию, когда из-за очередного поворота реки вы встречаете сильный ветер и надвигающиеся черные тучи. А это значит, что лагерь вы сегодня будете ставить под ливнем.
Что? Ну, ты что-то хотел сказать? Ничего. Нет? Зато смотри, как ты сейчас гребешь хорошо, да? Уже не так, что там то, все, погодка хорошая, все нормально. Давай, папа, ручеек посмотрим. Давай этот лагерь, давай тот посмотрим. А сейчас байдарочники заняли все жирные места. И мы, как бездомные собаки, будем вынуждены ночевать непонятно где и непонятно в какую погоду. Думаю, самое время убрать спиннинги, так как вода мутная и нифига не клюет. Кстати, был один выход, но не подсек я. Ну, рыбу я видел. Скинул я ей прямо под нос, то есть на падающую блесну шарахнуло. При такой мутной воде вариант только под нос закинуть рыбе. Вот. Так что приключений мы себе нашли. Но а ради чего мы вообще здесь? Ради приключений. Да? У тебя такая улыбочка стрёмная. В первом же лагере, в котором мы ночевали, не успев еще даже сплавиться, Север забыл свою шапку, кепку с козырьком и очки. Это очередная кепка, очередные очки, причем купленные специально для этого сплава, специально перед этим сплавом. А продавщица в магазине, она такая хорошая, добрая, говорит, хорошие очки, рыбацкие, настоящие, с нетонущей рамкой, плавающие. Ну, в принципе, можно было поплавок от сетки морской привязать. Это все равно бы не помешало бы Северу тупо забыть их в лагере. О, подплываем к красивому дубу, который я хотел показать Северину. По-моему, он здесь. А то я ж думал, до дождя даже дуб не посмотрим. Подожди, я якорь кину, не мотор, не мотыль. Мистер Гэллоуэлл. Саша был. Здесь есть шанс поймать что-то покрупнее, особенно когда дождь пойдет. Правда, шансов мало нам сегодня нормально лагерь поставить. Но зато, может, рыбу поймаем. О, есть. Да? Не стрельни меня, окушок. Бери. Берем, кстати? Да берем, надо, у нас иначе еды нет, Север. Ну ладно. Даже такого. Да, был бы голавль, не брали бы. У тебя сейчас воображаемая шапка и воображаемые очки, да? Головля разрешенный размер больше. А окуня можно любого брать. Да? Да. Да, хороший дуб. Jūs zināt, nav kāda naktsvītra vēl uz priekšu? Kas? Vieta, kur palikt uz priekšu. Nezinām. Meklējam paši. A tur nav vietas, jā? Nē, ir vieta, bet gribam tā ar komfortu. Вот этот был лагерь с дубом. Байдарочники его заняли. А вот еще лагерь. Ну тут вот причаливай, Север. А, ора будет много. Да, поехали дальше. Но вот отсюда видно, насколько он гигантский, этот дуб. Лагерь там небольшой. Не знаю, как там эти ребята поместятся своей большой тусовкой. А мы поедем дальше искать. Вроде бы уже дождь нам не страшен. Мы прикрепим где-нибудь, где-то вот тут это получается. Нет, вот тут где-то. Что ссылку на видео, в котором дуб есть. Вот на этой минуте, вот в этом видео есть тот дуб. Вот тогда, в том видео, вода была очень прозрачной, головли с окунями прямо сновали большими стаями в этой речке.
и клевала на каждом третьем забросе. Я вставил в видео, наверное, не знаю, 1/5 часть только вываживаний, потому что, все видосы, снятые на экшн-камеру с лодки, это было просто вываживание окуней, щук и голавликов. О, какая красивая скала. Слушай, я вот на видео снимаю, не выглядит она такая гигантская. Ну, она очень большая, ну реально. Там высотой с... Ну, с 10-этажный дом, наверное. Да. Здесь вот пониже вот она идет вверх, 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 вверх. А тут прямо очень большая. Прям как они, киборги. А ну видно зато по деревьям, насколько она большая. То есть деревья меньшей высоты на ней растут, чем она сама от воды, если считать. Поклевки пошли. Да? Да, за камнями и за корягами все клюет. О, опять. Очень хорошо здесь. Обычно окунь клюет, когда он что-то видит хотя бы в этой воде. Это я называю окуневая скала. Здесь очень красивая скала. Ее подмывает, она такая со ступенечкой, здоровская. 7 часов. Еле все успели сделать. Ух ты! Какой мощный удар, Север. Сейчас не ори. Она вот в этих завихрушках стоит обычно. Я вот именно в таких завихрениях поймал кумжу 2 раза подряд. Может, кстати, это была и кумжа. Что это было? Ударчик. Кто-то там тусит. Да, у меня сейчас удар был. Да брось ты, Игорь. Да жерех это. У меня таких было уже штуки 4. Да? Да, херня. Самую точку в основу и сразу же. Только узнал. Игорь, не красиво. Отпускай. Не смог я подсечь. Не знаю, что это было. Удар хороший был. Ну да. Жаль только, что ты зацепил. И мы потеряли окуневую скалу. Видишь, Север, смотри, там ступенька такая внизу. Да. Отойди от скалы, будем перпендикулярно откидывать. Это хорошо, да. А там водопад со скалы падает, посмотри. К нему мы сейчас и подъедем. Это место хорошее. Окунь, да? Голавль, да? Это я знаю. Ну а что толку, что ты так встал? Вон там тут красиво. Просто Не знаю, слушай, ну что-то дергается неплохо. Ух ты какой, смотри. Бросай рядом, там еще окуни. Бросай рядом, там еще окуни. а у меня травка. Отойди. Нет, травку Отойди. О, О, Игорь, хороший. окунь. На. Открой крышку, пожалуйста. Открой, пожалуйста, крышку. Открой. Стоп, успел. Ну, Север, теперь ты согласен, что это окуневая скала? Окуневая. Да? Да. Камеру включить. Приколи, я тащу он около самой лодки откуда-то возник. Вода-то мутная.
О, крупный голавль, да? Да. Супер. У Игоря еще голавль. Клев пошел вечерний. Говорит, иди сюда. Ну давай подплываем. Ну, в смысле, выплыви немножко на течение, пускай нас несет. Я ее даже не почувствовал. Я не понял, что она есть. Я греб, мне нормально. В смысле, тянул. Греб. Гребаный. Получается, это гребаный окунь. Так, не оставляй. Ох ты, какой удар, блин. А на нее можно попробовать словить или со снастью? Надо снасть специальную. Так-то можно было. Так, я хочу купить такую снасть. Хороший удар был. Наверное, подсак север, да. Давай, 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 давай. Я не знаю, что это. Но нифига себе. Я поднять не могу. Ух ты, какой голавль. Стой, только аккуратненько, не спеши. Жерех. Бери, бери, поднимай, поднимай. Жерех. Жерех. Блин. Красава. Блин. Пора ехать. Я понимаю, что ты хочешь половить, но ты все равно время просираешь на другое. Ага, брал опять. Вместе с травой даже. Ни хрена себе. Слушай, ну он открывает даже закрытое ведро, да? И главное, ну, в таком месте, в живописном, да? Да. Ну реально очень красиво. Ух ты, блин, там около травки кинь аккуратненько. Там очень сильный удар у меня был. Короче, мам. Да. Блин. Бьет. Да, идем, идем. Блин, очень замечательный полчасика. Сань, вот. Да нет, там какие-то кусты там. Поехали. Шикарная скала. И тоже смотри, живут ласточки. Или кто-то там. Давай причалим, потому что красный. Не, посмотри, там видишь обвал? Да, это вот. Вот. Давай на этот обвал причалим. Ой. Угу. Что ты делаешь? Вышло. Да, надо будет его довставлять. Давай еще жереха одного возьмем. Давай. Вот смотрите, как бывает, да, на речке. С утра хорошо брало. Днем, как только мы вплыли в мутную воду, все, облом полный. Кончилась наша Потом удача. чуть-чуть начала вода светлеть, такая, ну, более-менее. То есть, когда вертушку стало видно на глубине 15 сантиметров от поверхности, начал поклевывать голавлик, окушок маленький. И вот приплыли к скале, бах, 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 бах. Буквально настреляли, как из пушки. Если бы нам не нужно было искать лагерь, уже 8 вечера, и здесь с лагерями очень туго на этой речке, так что найти хорошо, то в принципе пару часов на этой скале можно было бы провести и наловить хорошенько рыбы. Мы уже подплываем к реке Вента. Здесь такие красивые узкие места, перекатики. Здесь любит стоять голавлик. Я в прошлый раз под этим деревом голавлика поймал. Но сейчас видите, как получилось. Нанесло бревен, и под деревцем больше нету такого рыбного навесика. Скажи, что мы поймали. Все видели. Охренеть, не? Обычно жереха, конечно, мы отпускаем, но в этот раз у нас тупо мы рассчитывали на то, что будем есть рыбу. У нас макарон осталось. Ну, у нас макароны, тушенки буквально, чтобы позавтракать. Поэтому... А у меня дошик есть, я спасен. Дошек ты и дома поешь. Поэтому жерех оставлен в улове. Будем варить из жереха уху, а окуней, наверное, пожарим. За поворотом Вента, Северин. Набас Эзерс 8,5 километров.
Зря я сказал, что там шумно будет. Надо было на втором, может быть, посмотреть. Так они оттуда уехали. Ну вообще. Ну вот, мы и на Венте. Мы не нашли в Абове лагерь. И нам придется ночевать на Венте. Жрать хочется неимоверно. Без 29. Разжиться дровами на Венте — это глухой номер. Будем ставить шатер. У нас есть газовая плитка. И будем на газовой плитке готовить уху. И хорошо, что мы дошли до Венты. Я подумал, друзья, это даст нам возможность завтра стартануть туда подальше. И примерно километров через 18 будет такая красивая ступенька с водопадом. Ну, слушай, отличный улов. И голавлик у тебя здоровский. Окуши. А это на скале я взял этого окуня. Да? Вроде бы. Слушай, но как Север умудрился на воблер плотву поймать, это вообще отдельная А я тоже история. ловил. Ну, красавец, отлично. Шикардос. Оперативно. 30 минут. Лагерь стоит. Шатер, палатки. Рыба почищена. Обычно на сплаве так и есть. Каждую следующую ночевку все происходит гораздо быстрее, чем в первый вечер. В первый вечер все вальяжно, медленно, тихо, спокойно. Вот. Если бы сплавляться месяц, я думаю, что все происходило вообще минут за 15 весь лагерь. Фигней страдаю, да? Ну, нет еще. Я говорю, Игорь, каждый день все быстрее и быстрее лагерь ставится. Скоро вообще за 3 минуты будем ставить. Ну, если б не Северин, так не справились бы так быстро. Ну что, палатку быстро с шатром поставили. Так, ну что, складывай, Север. Он уже Да. научился. Мешок говно. Только Так, короче, будем варить уху, а не макароны. Нечего макарон на рыбалке жрать. Может быть, с утра. Ну что, будем мы все-таки уху варить. Решили макароны, если уж захотим, то на завтрак. А может, вообще на завтрак будем копченого жереха есть, потому что жерех вкусен копченый. Вот. Рыбы-то дофига, надо есть. Вроде не клевала, а потом бах-бах-бах, и опять дофига рыбы. То и дело, где-то на реке жерех выходит. Сейчас самые-самые такие часы. Вроде сухое, знаешь, а такое настолько пропитавшись этим ливнем вчерашним. Я же специально взял берестовый, видишь? Да, но все равно надо. Может, каких-то наломать, положить в этот, чтобы завтра развести шатер. Можно. Потому что, судя по всему, ливанет, так ливанет ночью. А может даже не ночью, а скоро. Да. Вполне. Вон какая движется темень. Ай. Водонилова, да? и от масла тоже.
Мне кажется, тебе надо было котел чуть дальше поставить. Ветер отсюда, чтобы его обдувало жаром. Не, Игорь, там такой жар, что... Я с тобой спорить не буду. Хороший звук. Прикольно. Было бы круто еще, если бы планировка существовала у нас. Там только широко пожар, ладно? Что тут так? Булькает. Сильно булькает. Ты заметил это? Не. Ну вот это крутая жарка. Да. Вот так. Я там, Игорь. Красота. Слушай, семечки отдыхают. Вообще. Нужно отдать должное коку. Так вкусно можно пожарить, знаешь, когда только? Ну? Только на природе. Знаешь почему? Почему? Голодная? Не. Нужен чугун обязательно, во-первых. На железе такую температуру, это пригорит все. Во-вторых, Да свежий воздух, ё-моё, уже. температура нужна. Дома на плите ты рыбу закинешь, у плиты нет такой мощности, чтобы вообще масло температуру не поменял, понимаешь? Костер нужен, короче. Да тут еще и дымок, там, знаешь, вот. Не жравший весь день, знаешь, это. Ну что, Север наелся? Иди тарелку мой и кружку. Япчичек. Вот и утро. Надо было в 6 вставать. Встали в 8. Вышли из палаточки. Все было хорошо. И через 3 минуты начался дождь. Так бы мы уже были собраны, сидели в лодке. Ну, сильно тут не угадаешь. Прогноз погоды вчера не показывал дождь прям с утра. Сейчас прокипятим казан немножко после вчерашней жарки. И будем коптить жереха. Жерех засоленный, просоленный. Надо его сейчас помыть хорошенько. Единственное, он довольно большой. Не знаю, как мы его в казан запихнем. Чуть не растянулся. Уже начала глина размокать, да? Да. Так, клади. Так, получается. Да, откуда? 50 с половиной. Нет, 51. 51. Четко 51. Ну, это все. Так это ж он еще усохший, как, представляешь? Да. Ольхи Игорь принес. Я вот так вот сделал. Там на дне положил маленьких щепочек ольхи. Нарезал. Потом листья идут. Подушка такая целая. А потом у нас идут довольно крупные веточки. Как решетка. Жерех у нас просаливался всю ночь. Сейчас мы его сполоснули, помыли и начнем. Немножко подскрутить его пришлось.
Ну, зато влез целиком. Разрезики на спине надо делать, чтобы прокоптить, потому что копчение будет не очень продолжительным, как это в коптилках делается. Надо хорошо запалить. Сначала нужна довольно сильная температура. Сломали мы вчера с Северином весло. Ну как сломали? Оно Ну, очень тонкая здесь. очень тонкий металл. И со временем вот крупки становятся вообще, Да. наверное. Я пару раз грибанул нормально, чпок, и все. Вот. Но сейчас будем. Поэтому вчера довольно тяжело было идти, что боязнь была, что оно развалится. Сейчас мы его уже выдрали с Игорем пополам. Сейчас будем пробовать склеить и отремонтировать. Нам плыть-то еще сегодня, да? Кусочек. Да, 17 километров. О, красота. Немножко. Слушай, все, затянулось капитально. А здесь? Здесь? А, это здесь? вот этим концом надо тащить. А, ну давай тогда. Еще? Ну смотри, с этой стороны затянули и с этой. Ага. Все, а теперь еще с этой. Ну режь. Ты не флота говоришь. Это 31 будет. Последнее воскресенье июля. Здесь оставляется. Угу. И тогда начинает зажимать. Вот она как бы прижимает саму себя. Да, я понял. Да, не, туда не ушел. Так. Ну вот, теперь вот эта натяжка даже. Так, стой, да, давай. Все. Ну, не, тут не мне такой пока косяк. отпускать. Он должен до сюда Все, дойти. понял. До Дошел. середины. Дошел. Вот. Даже еще дальше. Опа. Подвытянул. Ну ничего. Так, Теперь я держу, ты тащи. Сейчас. Блин, немножко. Нормально. Немножко. Еще. Погоди. Еще. Давай. Вот. Так. Слушай, елки зеленые, как затянулся. А сейчас еще намокнет она. Теперь уже это 100%. Так, ну-ка. О, все, нормально. На небе просветление. Видно, не видно. Речка тихая, начала рыба колотить. То там, то сям. Вот там на границе с лопушками. То и дело выпрыгивает что-то. «40 минут ждали. Сейчас пускай постоит немножко, остынет и еще больше дымом пропитается. Через минуток 10 откроем его. Надежно. Ну, давай в казан заглянем. Да давай. Та-дам! Так, запах идет. Мясо уже отваливается, смотри. Ну, похоже, что он готов полностью, как считаешь? Ну, будем пробовать.
Смотри, листья все истлели. Ой, ой, ты что? Все. Закрывай. Призакрой, только не до конца. О, и поставь остужаться. Он сильно горячий еще. Заодно он натянется, знаешь, этим запахом до конца. Ну, пускай остывает. Ничего, а как оттечет весь. Ой, красота. Соком. Класс. Да. Просто очень. Не пересушенный, все как надо, да? И в то же время не в труху закопченный. Да. Да, слушай, вкусно. Супер. А что надо? Казан и щепок ольховых. Да, в принципе, в прошлый раз И на соль. сплаве соль, да, на орешнике коптили. Орешник даже, наверное, как-то вот он сластинку такую дает. Да? Может быть, да. Я не говорю, что ольха плохо, но с орешником есть надо, закатав рукава. Ну, что ты? И шкура отходит отлично. Дай мне тут. Лови рыбу там, где-нибудь около скалы. Ага. Напротив вот такой шатер поставил. Рядышком копти рыбу в коптилочке. Каждая группа сплавщиков будет рыбу с ногами, с руками отрывать. Окуней копченых. У всех с собой пиво набрано, представляешь? Ну да. Такой бизнес бы пошел. Батарейки кончились, а ты уже рыбу столько наелся, что светишься. Да. Уж такой мягкий. Угу. Не съедим. Ты что, смеешься? А ты Даже знаешь, еще макароны придется да варить. фиг там, я уже. Ну видишь, я еще же этих съел 2 куска. А, ты ту рыбу ел еще? Конечно. Блин, Это ты голодный. а на ребрах какое? Спасибо, место. Продаем тебя. Так, залили костер. Место убрали. Спасибо хозяину, что здесь выкошено. Все прибрали, все оставили в чистоте, как и было. Был бы ящичек для пожертвований, так мы бы денег оставили. Просто что, где тут на траву положишь? В общем, если пришлось вам где-то, ночь застигла вас на такой чужой территории прибранной, надо оставлять. Да всегда надо территорию оставлять в чистоте. Все, погнали. Впереди еще реально длинный кусок маршрута. Надеемся доплыть до доломитной ступеньки, до большого переката. Показать северу, что такое течение. Ну что, держитесь крепче. На веслах север. Погнали в Венту. Ах, ты иди сюда. Ну что, гребец, Статый. статый, Статый. прошли мы с тобой за час километр. Плохо.
1 километр в час. Довольно медленно идем. Ну да, ветер. Давай, может, я сяду на весла? Давай. Ветрюга адская. Жаль, что нет электромотора у нас с собой. Не взяли. Назовем это так. В общем, весло расшаталось и опять вылезает его вот эта часть из этой муфты. Блин, как так-то? Оно было цельное, но вот здесь оно переломалось и вылазит. Что делаем? Берем 2 бутылки полиэтиленовых, одеваем, разрезаем. Сейчас я возьму, достану плитку газовую и над плиткой будем греть, пока бутылки не обожмутся очень-очень плотно. По крайней мере, так задумано. Главное не сжечь бумажку от боржоми и от лелботы. Почему? Потому что будет гореть, будет вонять, будет галимо. Еще прокручивать не забываем. Я знаю. Недавно вот я в лагере был, мы так изоляцию для провода делали. Да? Северин вкуснее сделал, как хот-дог. Просто я луком размазал и лука тоже щедро положил. Знаешь, Игорь, не знал, что мне этот швейцарский нож шило пригодится. Вот это вот не знал. Даже вот эта вот отверточка пригождалась. Вот это вот. Ты давай лучше делай, Сань. Не тяни кота за хвост. Ути молодец. Ну как-то вот так получилось. Крепко и не болтается вообще. Эта веревка еще обжалась. 3 бутылки ушло пол-литровых. Вот эта часть главное было закрепить. Не знаю, очень надеюсь, но очень крепко вышло. Прямо очень крепко. Ну что, нате ваши причиндалы. Вещь. Санька, Я готов, Игорь. на. Сиди там, сиди. Прошли 3 километра 600 метров. Посмотрите, какая огромная скала. Каждый год оттуда падают все новые деревья, и река двигает берег в ту сторону. А напротив скалы вот такое лагерное место. Надо посмотреть, что это за местечко такое. Может быть, здесь можно на машине подъехать. Основательно тут все сделано. Такие рогатины большие, мощные. Вот такого размера пни вкопаны. Еще дымится костер. Сделаны такие вешала. Удобно, чтобы что-то было развешивать. А, может быть, вещи сушить. А, ну вот это был ясень огромный. Вот его и пустили на пеньке. Пошли обратно, сейчас объясню почему. Короче, там тропинка идет вдаль, и я не дошел до конца, потому что там начинается болото, лужи и так далее. Мне надо одеть сандали. То есть не вариант вообще лодки и вещи тащить, да? Да. Ну ладно. Смотри, сколько ясеня наколото. Да. Красота, да? Смотри. Причем это спилено. Зырь. Какие Что за длинненькие. табличка? А, это табличка. Вета Айзнем-то. Нормально, положи. То есть
Сейчас это место свободно. Нет, сейчас свободно. Окей. Ручеек. Смотри, Север, 6,7. Я проплыл. В берег не врежься. Осталось. Если мы не плывем на водопад, то нам осталось пару километров. Или до водопада маханем. Не маханем Но никак. до водопада еще 9 от этого места, от нашего. Да, но ветер никак не Ветер очень сильный, да. Даже течение не справляется. Я отдохну, пока чуть-чуть покидаю, да? Снимаешь? Ведь рыбалка это ж отдых. После которого ты приезжаешь уставший домой. Да. Места тут, конечно, рыбные. Мы на входе в канал, который соединяет Венту с Набас, озером Набас. Решили мы зайти в это озеро по каналу и посмотреть, что там. Там вроде какой-то кемпинг, какие там подъезды на будущее. Можно будет приехать здесь с электромоторчиком и поплавать здесь по Венте, доплыть до Ромбы. Посмотрим озеро, и за нами уже приедет наш друг Саня. Какой канал, зацените. Игорь уже туда пошел, дальше прошел. Вот он впадает в Венту там, в том месте. Прям широкая такая, да? Ну вот мы и добрались до озера Набас Эзерс. Его название. Набное озеро. Сейчас ищем кемпинг, куда подъедет Саня. И начинаем собираться, мыть лодочку, сушить, укладывать вещи. Туда подъедешь И ты? поедем в Ригу. А по дороге мы заедем на заправку и купим вкуснейшего мороженого, сладкого кофе с молоком и пенкой. Ну и подождите еще немножко, не переключайтесь. Давайте посмотрим вместе, что ж там такое за кемпинг на этом озере. Ну вот и кемпинг. Катамараны еще советские стоят. Купалочка хорошая. Приплыли. 9,5 километров сегодня у нас получилось. Разгружаемся. Ну ты доволен Доволен. сплавом? Конечно. Идем посмотрим, что тут за подъезд. Как-то смотришь на цивилизацию, такое не верится, да? Да нет. Ничего себе, какой кемпинг. Вот там домики. Симпатичное местечко. Слушайте, смотрите. Костровище со скамейками. С видом на озеро. Там вон такие маленькие бунгало в соснах. Сядь на скамейку, зацени размер скамейки. Класс, да? Удобная, да? Хороший, красивый кемпинг. Ну, слушай, с семьей сюда здорово приехать отдохнуть. Я и говорю. Вот это идея. Смотри, какой домик на курьих ножках.
Здоровское место. Шашлычком пахнет круто. А вот есть такие маленькие домишки со столами во двориках. Домишки все в соснах. Знаете, как такие лесные домишки. Около домишков во дворе костровища стоят, скамейки для ночных посиделок. Я представляю, что здесь на Лигу творится. Лига, кто не из Латвии, тот может не знать, это такой латвийский праздник. В ночь с 23 на 24 июня, практически самый длинный день. Здесь темно буквально 1,5-2 часа. Праздновать начинают довольно рано, часиков в 7 вечера, в 6. Вся страна гудит, все жарят мясо, пьют пиво, отдыхают на природе, жгут огромные костры и прыгают через них. Одним словом, в общем, ребят, кемпинг такой, 5 баллов. Конечно, там, я не знаю, что в этих домиках, если там душ, туалет вообще, как там все, или здесь это как-то централизовано в каком-то административном корпусе. Но, по крайней мере, уютно в лесу, на озере. Здорово. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Ставьте пальцы вверх, если мы этого заслужили. Всем пока. Пока.